Добрый день. Здравствуйте. В эфире программа ММДМС новости. Важнейшее известие на этот час. К Земле приближается комета. Мы попросили прокомментировать это событие нашего научного консультанта, доктора гастрономических наук. Астрономических. Астрономических, а не В гастрономических. общем, главного ученого-консультанта Петра Свиридова. Добрый день. Действительно, в эти часы внимание ученых всего мира приковано к новой комете. С помощью мощнейшего радиотелескопа, установленного в подмосковном Ступино, удалось получить фотографию ядра этой кометы. При большом увеличении четко видно, что ядро состоит из двух половинок. Одна половинка ядра желтая, другая половинка ядра коричневая. Учитывая эту уникальную особенность кометы, ученые, открывшие ее, дали ей имя ММДМС. Комета движется по направлению к Земле со стороны Марса, который в последнее время проявляет бурную деловую активность на территории СНГ. Скажите, профессор, а что будет, если комета столкнется с Землей? Вопрос, конечно, интересный. Мнения ученых по этому поводу разделились. Большинство специалистов полагают, что падение кометы ММДМС вызовет бурный рост продаж кондитерских изделий на территории СНГ. Однако... Благодарю. Однако некоторые ученые настроены отнюдь не столь оптимистично. Известие о падении кометы ММДМС повергло в панику астрологов Nestlé, Cadbury и всяких там Hershey's. Вчера ночью комета ММДМС пересекла орбиту, по которой движется вокруг Земли космическая станция Марс-97. Российские и американские астронавты, находящиеся на борту станции, не смогли скрыть своего восхищения кометой. «Тает во рту, а не в руках», сказал командир корабля Пьер Лабьес. С астронавтами солидарны и ведущие российские продавцы кондитерских изделий. В деловых кругах СНГ убеждены, в этом году каждый четвертый житель СНГ попробует новый шоколад ММДМС. Узнав о приближении кометы ММДМС, наша съемочная группа вышла на улицы Москвы. Как видите, город живет обычной жизнью. Никаких признаков паники или беспокойства. Но, может быть, российские потребители просто не знают о существовании ММДМС? Чтобы выяснить, какой шоколад любят москвичи и гости столицы, мы провели свой собственный социологический опрос. Вы шоколад любите? Очень. Какой? Разный. А какой должен быть? Пористый больше всего. А что внутри? Ну, можно вкусную карамель, например, как в ММДМС. Еще люблю очень. Почему? Ну, он, во-первых, не тает в руках, а тает во рту, как говорится. А во-вторых, вообще люблю сладости. Скажите, вы шоколад любите? Любим. Очень. Какой? ММДМС. Вы шоколад любите? Конечно. Какой? ММДМС. А вы шоколад любите? Да. Какой? Всякий. Который не тает в руках, да? Не тает в руках? Тает во рту. Ну и как вам? Вкусный шоколад. Ну, отличный шоколад. Вы какой пробовали? Вообще Желтый? все творческие люди, кстати, едят ММДМС. Откуда вы знаете? Я работаю в театре. Хорошо. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Итак, мы еще раз убедились. Потребители знают и любят шоколад ММДМС. Почему же его можно найти далеко не в каждом киоске и магазине? Почему уровень дистрибьюции не соответствует качеству и популярности этого замечательного бренда? Чтобы ответить на острый вопрос нашего журналиста, мы связались с главным марсианским экспертом по проблемам ММДМсинга в России Леонидом Мусатовым. Прямой репортаж из Ступино ведет наш специальный корреспондент ММДМС Красный. Я веду репортаж со Ступинского завода-гиганта, где воплощается в жизнь грандиозный эксперимент, направленный на МДМсизацию всей страны. Леонид, в чем суть вашего эксперимента? ММДМС в СНГ уже более 3 лет, и за это время был достигнут стабильный объем продаж. Однако существует несколько барьеров на пути роста ММДМС в СНГ. Первый барьер – то, что цена кейса и шоу-бокса ММДМС была едва ли не самой высокой в нашем шоколадном ассортименте. Второй барьер чисто психологический. Расхожее мнение, что ММДМС с арахисом продаются лучше, чем шоколадный ММДМС. Третий барьер – сравнительно низкий уровень дистрибуции, приблизительно 15%. И, наконец, четвертый барьер – реклама, ориентированная главным образом на детей. Некоторые барьеры мы уже преодолели, некоторые надеемся преодолеть в этом году.
Раньше розничная торговля закупала два вот таких громоздких и дорогих шоу-бокса. Один M&M's с арахисом, второй шоколадного M&M's. Вместе оба эти шоу-бокса стоили $36. И, соответственно, два кейса вместе стоили $282. Это, конечно, слишком дорого для небольших магазинов и киосков. Тебе, рознице, не нужно закупать два разных и громоздких шоу-бокса с шоколадом и арахисом. Их с успехом заменит один новый и смешанный и компактный шоу-бокс. Он более чем в 3 раза дешевле прежних. Его цена $10 вместо 36. И, соответственно, новый кейс стоит всего-навсего $40. Всего $40? Это даже мне по карману. Получается, эти два вида пакетиков, которые я сейчас держу в руках, шоколадного M&M's и M&M's с арахисом, способны произвести настоящую революцию в истории продаж M&M's в СНГ. А всего таких пакетиков будет произведено в этом году более 45 миллионов. До сих пор в торговле считалось, что M&M's с арахисом продаются лучше, чем шоколадные M&M's. Однако это домысел, а с предрассудками домыслами мы будем бороться. Независимое агентство проводит аудит розничной торговли. И по их результатам оказалось, что спрос на M&M's с арахисом и шоколадный M&M's одинаков. Как видите, кривые практически совпадают. Еще один предрассудок – M&M's конфеты для детей. Но это не совсем так. Совместно с рекламным агентством BBDO мы разработали новую кампанию. Ее концепция – M&M's конфеты для всех. Вчера в Нью-Йорке состоялось торжественное чествование рекламных персонажей M&M's. Около 60 лет назад на экране впервые появились две маленькие шоколадки, которые таяли во рту, а не в руках. С тех пор M&M's прошли славный путь в рекламе и шоу-бизнесе. Постепенно они обрели цвет, затем стали объемными, а в последнее время заметно подросли. Теперь M&M's снимаются в роликах для взрослых. Они уже не пищат, как малыши, а говорят басом и ведут себя почти как взрослые. Неужели это любовь? Да, и любовь ранит. Новый имидж M&M's сделал их необычайно популярными в Америке и Европе. На юбилейном вечере звезды американского кино стоя приветствовали выдающихся мастеров рекламы. Выступая перед собравшимися, один из юбиляров высказал свое творческое кредо: «Что бы с тобой ни случилось, ты должен таять во рту, а не в руках». Камера, Московские шоумены по-своему отметили славный юбилей M&M's. Недавно на Мосфильме завершились съемки рекламного клипа, который вскоре увидят зрители СНГ. Мы попросили рассказать о съемках Валдиса Пельша, который участвует в рекламной кампании M&M's вместе с другими известными деятелями отечественного шоу-бизнеса. Вообще, в принципе, я человек на телевидении не в первый день и с процессом телесъемки и киносъемки знаком, но вот, появившись на площадке, где снимается реклама M&M's, и я, и, в общем-то, организаторы съемки столкнулись с такой проблемой. Дело в том, что на площадке невозможно работать, потому что стоит постоянный хруст поедаемых конфет, которые в изобилии лежат повсюду, и все, естественно, вся съемочная группа, весь актерский состав не могут удержаться от того, чтобы их не есть. Пошел, взял хрустиш. В результате оператор не слышит режиссера, режиссер не видит, что делают актеры, потому что суперассистент в это время как бы занимается жеванием и перекрыл камеру. И так далее, так далее, так далее. Процесс съемки растянулся на очень долго, и было принято решение, на мой взгляд, достаточно правильное. То есть была остановлена съемка вообще. Были погашены все приборы, техника встала, и просто все стали ждать, когда все вместе вот съедят весь запас исходящего реквизита, этих шоколадных конфет. И вот сейчас уже 3-й час ночи, вроде
Доедена последняя шоколадка M&M's. И вот видите, на площадке установилась уже тишина приемлемая. Пошла работа, люди задвигались. И я надеюсь, что часов, наверное, через 20-25 мы все-таки закончим с Божьей помощью. Во всяком случае, я отснимусь и уже поеду домой. Итак, вскоре на российском телеэкране появятся два симпатичных и отчасти знакомых зрителям персонажа. Независимые эксперты с уверенностью предсказывают, что в России и других странах СНГ новый M&M's будет не менее популярен, чем в Америке и Европе. Свой славный около 60-летний юбилей M&M's решили ознаменовать ударным трудом. Наш девиз – таять во рту, а не в руках. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Все сейлзы, торговые агенты, дистрибьюторы M&M's как один вышли в поле. Они хорошо знают народную мудрость, что потопаешь, то и полопаешь. Вести из полей передает наш специальный корреспондент Елена Фиалковская. Добрый вечер. Мы с вами находимся в одном из столичных супермаркетов. Здесь, как и во многих других магазинах Москвы, продается всеми любимый шоколад M&M's. Но мы предлагаем покупателям не только шоколад, но и новый имидж этого замечательного бренда. Два маленьких персонажа, красный и желтый, представляющие шоколад M&M's, пользуются огромной популярностью во всем мире. В США, например, появилась целая индустрия, связанная с персонажами M&M's. Это майки, наклейки, игрушки, разнообразные сувениры. Люди теперь нередко покупают шоколад просто потому, что они полюбили двух симпатичных M&M'сиков. Используя опыт успешных продаж M&M's в Америке, мы предлагаем торговле новые рекламные материалы с персонажами M&M's. У меня в руках селс-презентер, который наглядно представляет владельцам торговых точек все преимущества нового M&M's. Основная идея селс-презентера – M&M's открывает двери на рынок стран СНГ. А это новая оригинальная наклейка M&M's. Ее можно поместить на витрину, на стеклянный прилавок и даже на кассовый аппарат вашего магазина. Одним словом, всюду, где продается шоколад M&M's. Эта наклейка без сомнений привлечет внимание ваших покупателей и еще раз напомнит им, что новый M&M's стал еще шоколаднее и еще вкуснее. И, наконец, воблер, или попросту говоря, трясун, с двумя веселыми M&M'сиками. Когда трясун покачивается, кажется, что красные и желтые танцуют, припевая «еще вкуснее, еще шоколаднее». Наши американские коллеги давно усвоили истину. Реклама – двигатель торговли. Когда мы полностью научимся использовать потенциал рекламы, то добьемся столь же впечатляющих результатов в продаже шоколада M&M's. Мы надеемся, что наши рекламные материалы послужат первым шагом к вершине. Наш лозунг – догнать и перегнать Америку. В своем очередном радиообращении президент Ельцин призвал граждан России покупать M&M's. Задача производителей – сделать M&M's дешевле для торговли и потребителя. Розничная цена на M&M's должна быть ниже, сказал президент. В Москве в Белом доме состоялось внеочередное заседание правительства под председательством Виктора Черномырдина. Премьер указал, что одна из основных задач этого года – увеличить уровень дистрибуции M&M's. Наступил период созидательной работы. Уже в ближайшее время жизнь станет лучше. Я отвечаю за свои слова. Мы попросили прокомментировать инициативу правительства нашего неизменного научного консультанта Петра Свиридова. В настоящий момент средний уровень дистрибуции M&M's в киосках СНГ составляет около 15%. Если нам удастся увеличить дистрибуцию M&M's в киосках до уровня Сникерса, хотя бы 50% в киосках и 25% в магазинах, то средний объем закупок M&M's каждого из наших дистрибьюторов может увеличиться до 1 фуры в период. Это огромный потенциал. Чтобы выйти на этот уровень, каждый селс-регион в СНГ получит четкие задания по объемам продаж M&M's. По результатам выполнения этих заданий будет оцениваться работа каждого регионального менеджера и каждого дистрибьютора. Помимо этого, каждый торговый представитель должен продавать как минимум 2 шоу-бокса M&M's в день или 40 шоу-боксов в период. С этого рубежа начнется M&M'сизация всей страны, расцвет торговли кондитерскими изделиями в СНГ и, как результат, бурный рост экономики. Как говорится, M&M's в массы, а деньги в наши кассы.
Спасибо, Петр. А теперь наш сюрприз покупателям. Новый, улучшенный рецепт M&M's. M&M's стал еще вкуснее, еще шоколаднее. У нас появился новый M&M's по новому английскому рецепту. Сейчас вам дам попробовать. Хотите? Что вы, с удовольствием. Пожалуйста. Прямо сейчас? Да. Пробовать сейчас надо? Да. Открывать и пробовать? Да. Ну, пожалуйста, давайте откроем. Я думаю, что мы вместе с вами попробуем. С удовольствием. Пожалуйста, давайте. Отлично. Вкусно? Очень. Почему? Прохладно, сладко, неприторно. И главное, что их много, значит, впереди радостный день. Вкусно? Да, очень. Очень вкусно. Очень вкусно. Что там внутри? Внутри какие-то приятные такие вкусовые такие эти ощущения. Вкусно. Нравится? Да, очень. Почему? Ну, потому что вот как-то вот эта вот оболочка вокруг, она хрустит так на зубах и создает такое приятное очень впечатление. То есть, ну, вот необычный шоколад. Да. Вкусно. Почему? Ну как почему? Шоколад, а внутри мякоть хорошая. Поэтому и вкусно. На что похоже? На райское наслаждение, когда отдыхаешь с женой. Вот так могу сказать. Хорошо, значит, райское наслаждение? Да. Глазурь сверху приятная. Какого цвета больше нравится? Ну, вот я сейчас попробую красного. Достаточно вкусный. И вкусные орехи очень. Я думаю, превосходный шоколад. Его можно есть и взрослым, и детям. На этом мы завершаем специальный выпуск M&M's новостей. Погода во всех регионах СНГ будет хорошая. Всего вам доброго. До свидания. Мы таем во рту, а не в руках. Чао! Пока.